Посмотрите, какой шикарный разрез. Кулич просто обалденный, великолепный получился. Всем привет! Вы на канале Танина кухня. Сегодня я приготовлю творожные куличи. Для опары в миске смешиваем свежие дрожжи, молоко теплое комнатной температуры. Растираю дрожжи до растворения. Добавляю пару ложек сахара и пару ложек муки. Добавлю еще муки, чтобы консистенция была немного погуще, как у сметаны. Вот такая получается консистенция у опары. Накрываю опару полотенцем и отправляю в теплое место на расстойку, примерно на полчаса. Она должна увеличиться в объеме в несколько раз. Сейчас займусь приготовлением основного теста для куличей. Здесь у меня творог жирностью 9%. Необходимо перетереть его до гладкого состояния. Можно пробить блендером, что я сейчас и сделаю, или протереть через сито. Я пробила творог блендером до гладкого состояния. Здесь у меня 4 яйца и 2 желтка. Сейчас я взобью их вместе с сахаром в пышную белую массу. Посмотрите, как взбились яйца. Вот такая пена получается. Сейчас сюда буду вводить творог и масло. Масло мягкое. Оно постояло при комнатной температуре, примерно где-то 30-40 минут. Добавляю творог. И все тщательно вымешиваем. Сейчас добавлю в свое тесто ваниль. Достаточно будет половины стручка. Чуть меньше половинки у меня получилось. Выскребаю зерна и добавляю их в тесто. Вот такое количество добавлю в миску с тестом. Я достала опару. Вот, посмотрите, как она замечательно выросла, поднялась, запузырилась. Сейчас буду добавлять ее в тесто и вводить муку. И на низких оборотах вымешивать тесто. Добавляю следующую порцию муки. Добавляю всю оставшуюся муку. Также вымешиваю тесто на низких оборотах. Также вы можете вымешивать тесто и руками. Мое тесто почти готово. Осталось добавить настойку шафрана и сухофрукты. Сухофрукты для приготовления куличей. Здесь у меня изюм черный и желтый и вишня. Необходимо замочить коньяком, можно за 3 часа до готовки, можно за ночь. Сухофрукты замачиваем, потом откидываем на сито и обсушиваем. Здесь у меня шафран, я его также заранее замачиваю. Можно замочить в горячей воде, можно залить водкой. Шафран добавляю через ситечко и добавляю сухофрукты. Еще раз вымешиваем тесто и отправляем на расстойку. И еще в самом конце можно добавить щепотку соли. И окончательно вымешиваем. Миску с тестом можно затянуть пищевой пленкой или накрыть влажным полотенцем. И отправляю в теплую духовку на 40-60 минут. Я достала свое тесто из духовки. Посмотрите, как оно увеличилось. Вот какое оно красивое, пористое, воздушное. Сейчас я обомну тесто и разложу его в формочки. Я буду использовать вот такие формы для куличей. Диаметр где-то 9 см, 9-10 см. Вы можете брать любые на свое усмотрение. Возьму пока 3 штуки, посмотрим, сколько теста получится, насколько форм хватит. Вот таким образом обминаю тесто до его первоначального состояния. Тесто очень нежное, мягкое, очень ароматное. Формуем тесто и выкладываем в формы. Если форма у нас бумажная, мы ничем ее не смазываем и не присыпаем. У меня получилось 3 кулича диаметром 10 сантиметров. И осталось еще немножко теста. Я сделаю маленький куличик. Вот такой еще небольшой куличик у меня получится. Оставляю тесто на расстойку на 15-20 минут. Накрываю пленкой и накрываю полотенцем. Духовку включаю разогреваться на 200 градусов.
Прошло 20 минут. Сейчас я смажу верх куличей желтком и молоком. Вилочкой это все взбалтываем. Посмотрите, как куличи увеличились, выросли. Вот такие они хорошенькие. Аккуратненько смазываем кисточкой. Аккуратно не давим наверх кулича. Аккуратно и осторожно переношу свои куличи в духовку. Духовка разогрета до 200 градусов. На этой температуре выдерживаем куличи примерно 10 минут. Затем снижаем температуру до 180 и допекаем их до готовности. Примерно 40 минут, может быть час. Все, конечно же, зависит от вашей духовки. Малышок. Ну что, поехали. Прошло примерно 5-7 минут. Посмотрите, какие красивые куличи, как выросли у них шапочки. Сейчас еще буквально 2-3 минуты, и я снижу температуру до 180 градусов. Сейчас я проверю свои куличи. Я накрыла их сверху фольгой. Чтобы не запекался верх у куличей, можно их прикрыть или пергаментом, или фольгой. Вот, посмотрите, какие они стали румяные. Протыкаем куличик деревянной шпажкой. Если шпажка сухая, ничего на ней не прилипает, значит куличи готовы. Еще немножко здесь вот влажное. Немного еще додержу, 10-15 минут, и буду доставать. Вот мои куличики. Творожный пасхальный кулич. Вот такие красавчики. Они еще очень горячие, только из духовки. Оставляю их остывать, а потом буду украшать. Мои творожные куличи уже остыли. Я их украсила кондитерской помадкой и тем, что у меня было, подручными средствами. В нынешних условиях украсила тем, что осталось. Давайте сейчас попробуем, разрежем один кулич и посмотрим, какой он будет внутри. Посмотрите, какой шикарный разрез. Кулич просто обалденный, великолепный получился. Ароматный. Аромат шафрана, творога и сухофруктов. Очень мягкий и нежный. И тесто желтоватое получилось, не белое, за счет того, что мы добавили настойку шафрана в тесто. Друзья, желаю всем светлой Пасхи и хорошего весеннего настроения. Приготовьте обязательно такой кулич для себя и для своих родных. Пока-пока!